Творчество не дремлет даже во время пандемии. Прямо сейчас мы вас познакомим с братьями Зиненко, которые участвовали в творческом конкурсе Pitch Lab от холдинга СТС Медиа и попали в тройку победителей. Да, о своем конкурсе, собственно, и о работе нам сегодня расскажут Игорь и Александр Зиненко. Доброе утро, ребят! Доброе утро! Доброе утро! Давайте для начала познакомимся с телезрителями, чтобы вы познакомили, кто из вас Игорь, кто из вас Александр. Александр, Игорь, Александр. Игорь занимается рисованием, а Саша писанием. Да. В общем-то, познакомились. Ребята, мы вас поздравляем. Это ваша очередная победа. Расскажите подробнее, собственно, о конкурсе Pitch Lab, СТС Медиа, да, холдинг большой. Ждем подробностей. Ну, мы подавали заявку, чтобы превратить наш комикс «Счастливого конца света» в мультсериал. Это была наша такая попытка, но, честно говоря, мы не ожидали слишком большого такого результата от нее, но мы в итоге прошли в финал и услышали: «Это пластмассовая статуэтка достается вам». То есть вы не ожидали, и поэтому вы расстроились, что так вышло, да? Ужасное недоразумение. Ну, я, насколько знаю, проходит этот конкурс уже несколько лет подряд. В этом году из-за пандемии он проходил удаленно, так скажем, да, вы отправляли работы, и как происходил, собственно, процесс, расскажите. Да, 2300 участников подало заявки на то, чтобы участвовать в этом конкурсе, и они отбирали из них сначала... Сколько? Ну, был длинный список, да, потом из этого списка выбрали короткий список. И потом был еще короче и 3 человека, да? Да, и, собственно, наши приднестровские ребята попали в топ, лучшие из лучших. Но, насколько мы знаем, там были не только мультфильмы, комиксы, но и другие жанры, да? Какие, расскажите? Комиксов там вообще не было, там были именно мультфильмы, фильмы, сериалы игровые, то есть телешоу, да, и телешоу. И представляли именно мультсериал. Мультфильм, понимаешь, вот в этом. Несколько слов о вашем мультфильме. С чем вы, собственно, представили? Как вы представляли свою работу? Ну, сам мультсериал, естественно, как и наш комикс о том, что концы света происходят каждую неделю, и люди на это не совсем адекватно реагируют, как-то с этим справляются. Да, с монстрами, катаклизмами, и история расскажет о 3 персонажах, которые отправляются, чтобы довести домой маленькую девочку. И с этого начинается такое эпичное приключение, связанное с этими концами света. И как они, возможно, спасут мир. Кто был в качестве там жюри, да, кто выбирал эти работы? Потому что мы обратили, да, на сайте внимание большое, там были и генеральные продюсеры, да, и главные директоры холдинга СТС Медиа. Ну и, собственно, Светлаков там тоже был вот среди всех членов жюри. Очень много известных людей. Кто оценивал вашу работу? Все. И вот какой он, Сережка Светлаков, какой он? Наверное, КВНщик такой, шутит сразу. Да, но у нас не было возможности поболтать с ними прям вот как мы разговариваем с вами. И мы просто отвечали на их вопросы, где-то, конечно, пошутили, потому что 2 брата очень похожих, нужно же пошутить на этот повод. И таким образом, ну, в общем, пообщались. И связано с проектом, чтобы объяснить, что же это такое. У вас все это получилось, и то есть сколько у них было время на обдумывание? Ну, на обдумывание у них, наверное, было минут 15-20, но это было в конце после всех. А на сам проект нам надо было все уложиться в 10 минут, рассказать им, да, ответить на их вопросы после этого. Короткий лист было только 10 человек, которые выступали перед ними. Но это тоже достаточно выслушать 10 человек, ну, по 20 минут, грубо говоря, каждого. Вы под каким номером были? Мы были 7-ми, но у нас выпало так, что мы как раз перед нами участница, она не смогла включить камеру, звук, и мы узнали об этом, когда вышли перекусить, был обед, и я вернулся, вижу на экране 5 секунд до вашей презентации. Я кричу: Игорь, беги сюда! Игорь прибегает.
мы садимся, И не начинаем успеваем отдышаться и начинаем рассказывать. Ну, Вот так вот, а это- все быстро, да, это бутерброд же. Эта Можно девочка так наверняка хотела снимать фильмы, но Да. не смогла включить камеру и камеру не звук. смогла включить. И, к сожалению, она сразу же пролетела. Хорошо, ну, собственно, победа ваша. Что она вам дает, да? Что она дает вот творческим ребятам? Но это возможность в дальнейшем развивать проект, потому что это все-таки такая, как это сказать? Ну да, это, опять же, как Игорь сказал, возможность скорее. Нужно теперь договориться, найти точки соприкосновения, заключить контракт. Это где-то полгода может уйти на это. А вот и какие затем проблемы, какие около- подводные камни в этом появляются? Ну, очень много на самом деле, потому что это связано и с правами, какие ты передаешь права, какие права защищаешь. Найти и- компромисс в том, что будет реализовываться, как это будет делаться, потому что это все-таки телевидение, это идет на аудиторию, это нужно правильно донести. Для нас, кажется, главный фактор именно наше видение и наше умение рассказать историю. Именно оно и придает этой истории свою очаровательность, потому Ну, что Думаю, кроме нас никто ее так не расскажет. Да. Это все будет командная работа, сценаристы, мы знаем, что это много людей работает над этим, раскадровщики, аниматоры. ну да, есть такое понятие, как шоураннер. Это люди, которые ведут проект, говорят о том, куда он будет развиваться, говорят сценаристам, вот здесь надо так. И, естественно, мы думаем о том, чтобы Было бы писать здорово. В проект. общем, планы отличные. Ну, в принципе-то и вы очень много потратили времени на этот продукт. Получается, 8 лет, да, если я не ошибаюсь? Да, 8 лет с момента, как мы придумали все в 2012 году, продумывали историю. То есть нам есть что рассказать и чем удивить. Мы продумывали, чем закончится сезон, там, первый, второй, третий и так до Да, конца. у нас в О, планах ну 6 всё. коротких сезонов. Ну Так все, что можете быть готовьтесь, спокойны. телезрители, называется. И чем все закончится? Все Мне выживут? кажется, Мне кажется, в конце прозвучит фраза счастливого конца. Да. А я думаю, Ну вы и сейчас всё. скажете, прозвучит фраза, и мы счастливы. Это не тот что? проект. Это другой сериал. Это не тот канал. да, ребята, ну на самом деле вы молодцы огромные, что вот участвуете, побеждаете. Удачи вам во всем, действительно. Это только начало, пусть еще больше у вас ярких и интересных проектов. Ну и, конечно же, мы ждем все вместе уже в мультфильм. Да, если нужна счастливого конца будет света. помощь с озвучкой, то знаете, к кому обращаться. Мой номер у вас есть в телефонной книжке. Наверное, надеюсь. Да. Ну что, вам всего самого наилучшего, ребята. Ну а мы отметим нашим телезрителям. Прямо сейчас мы по видеосвязи общались с братьями Зиненко, Игорь и Александр. Ну все, вам Спасибо вам, удачи. ребята, что пригласили нас. И Вам отличного дня телезрителям и вам. Да, Спасибо. пока-пока. Взаимно. Пока-пока. Пока.